Привет, ребят! Сегодня у нас на ремонте Terex TX210. Знаете, у меня есть к нему очень много вопросов в плане того, как он собирается на завод. Это тверской сборки, но есть очень много но. Еще у меня более огромный вопрос. Вот это что-то это вот что такое вообще? Не понимаю. Вопросы по технической части. Я понимаю, что он по песку работает, но он должен хоть какой-то запас прочности иметь. Вопросы по гидравлической части. Все, он сюда не продавливает вообще ничего. Люди вот просто это выкидывают и по стандарту он вручную. Вопросов по сборке. Промежность, как у бабы, как у проститутки. Вот. Ну давайте мы это чуть позже, а сначала разберемся с характеристиками его. Двухсотдесятые бывают в двух комплектациях: NC и NLC. Чем они отличаются? Соответственно, габарит не габарит. То есть один у нас на шириной 3 метра на 60-й гусенице, второй у нас идет ширина 250 на 50-й гусенице. Вес что одного, что другого отличается не сильно. Там буквально 400 килограмм. То есть NC он 22 тонны 400, NLC 22 тонны ровно. Гидравлическая система здесь стоит Rexroth, надежная, как атомная подводная лодка. К ней мы вопросов не имеем, мы ее более детально разберем в каких-нибудь отдельных видео. О том, как и что она собрана, из чего она собрана, как-нибудь мы этот видос запишем. Но есть зато очень много вопросов в плане российской сборки. Это хреновая резина. То есть много манжет, много сочленений, соединений у них текет уже буквально с завода. Почему? Потому что резина очень быстро продавливается из-за резины низкого качества. То есть манжетки, то есть резиночки все, они лучше сразу под замену. Брать лучше нормального, какого-нибудь качества, более-менее, подороже. Если будете что-то менять, это сразу на замену. Только вот посмотрите, что здесь происходит. Здесь все сыт, оно мхом в лесу. Меньше мха, чем здесь просто. Ну вот посмотри, что здесь происходит. Это все из-за того, что наши гребаные инженеры ставят резиночки российского производства, которые просто кусок говна откровенного. Оно все сыт и постоянно, круглогодично, круглосуточно. Неважно, техника работает или нет, она просто постоянно сыт. Ну неужели, блин, я не понимаю, мы не можем сделать качественную хотя бы резину? В СССР же умели мы делать резиновое изделие номер 1 качественно, а сейчас разучились это, да? По двигателю. Здесь стоит стандартный двигатель EMZ 534, 4-цилиндровый движок. На его работу хватает за глаза по мощностям, он не просаживается, он копает, то есть силы ему продавливая гидронасос хватает за глаза. В стандарте он укомплектовывается ковшом на 1,9 куба. Но можно поставить 1,25 куба, но лучше не стоит. Бедная стрела и так не выдерживает вообще никаких нагрузок. Сейчас я расскажу поподробнее по поводу нее. По ходовой части. По ходовой части тоже вопросов особо к ней нету. Она ходит хорошо, она отхаживает свое, тем более у нее опорных катков целых 9 штук на одной стороне. Разгрузка идет полная. Отхаживает она хорошо. Гусеница живучая, звезда живучая. По ходовой части к ним проблем нету. Но есть одно очень большое но. Это X-образная рама. Потом пойдем и раму покажу. Вот видите, здесь вот промежность, как у бабы, как у проститутки. Вот металла не хватило, что ли, сюда вставку сделать. Оно все рвется по швам, вот по этим. Вот оно просто начинает изнутри вот по этим швам рваться с той стороны. Потому что ни одну нагрузку не выдерживает. А что, куска металла пожалели, что ли, я понять не могу. Она плохо выдерживает биение, то есть когда экскаваторщик новенький, новичок, он начинает прыгать на нем. Ну, в силу своей неопытности, когда только-только. И вот эти вот удары рама очень сильно не любит. Она начинает трескаться по швам, потому что у нее не полная сплошная сварка, а именно X-образная. У него посередине часть такая выпилена. И вот это как ахиллесова пята этого экскаватора. Но это еще не одна пята, их много. Также, на мой взгляд, один из самых клевых плюсов, особенно в жару, несмотря на то, что есть здесь кондиционер,
Это заднее стекло, которое откидывается вверх. То есть за кабиной экскаваторщика у тебя стекло можно спокойно откинуть, у тебя будет сквозняк. Я такого не видел еще ни на одном экскаваторе. Если вы знаете такое, напишите в комментариях. Потом, что еще из минусов? В заводе у него идет система центральной смазки. Выкидывайте ее нафиг. Она не для нашего климата. Зимой смазка очень сильно густеет. И просто до ковша эта смазка не доходит. Что касаемо центральной смазки. Что, у нас помощнее не было моторчиков на него, я понять не могу. Что, нельзя было повышенное давление? Он сюда вот просто вот любой мороз, все, он сюда не продавливает, вообще ничего. Люди вот просто это выкидывают и по стандарту он вручную точку точат. Здесь оно еще будет смазываться. Дальше вся рукоять, ковшевое сочленение, трапеция, она не будет мазаться. Выкидывайте хотя бы эту часть. Центральная часть пускай смазывается, а вот рукоять и стрела выкидывайте сразу, ставьте обычные тавотницы и мажьте вручную, потому что иначе всем пальцем придет хана. Также одно из самых слабых мест Терекса — это его электропроводка. Она сделана просто ужасно. Слово ужасно даже не подходит, это просто пиздец как ужасно. Она у них постоянно отгнивает. Конкретно вот этот экскаватор, он вообще загорелся в аккумуляторной части. Из-за чего? Из-за того, что провод просто перетерся на раму в заводской комплектации. То есть в этой части никто не залазил никогда, а провод перетерся. Из-за чего? Потому что жгуты просто не закреплены. Они просто болтаются. И то есть при работе, при вибрации она просто перетрется вам и замкнет. Причем силовой провод. Не абы какой, а именно силовой аккумуляторный провод перетерся. Еще, что касаемо сварка. Сварка здесь просто из ряда вон выходящее что-то. Он весь лопается по швам. Просто весь. Давайте мы все более детально с вами разберем. И для операторов самая важная позиция — это, конечно, печка зимой. Она здесь просто не работает. Что вы с ней не делаете? Как-то ее, хоть помпу ставь, у тебя в салоне, в кабине будет холодно. Сразу ставите сухую вибасту, только так спастись. Здесь будет постоянный дубак. Летом кондиционер работает, да, базара нет, все хорошо. Но вот печка просто леденючая. Что конкретно по этому экскаватору уже делалось? А делалось здесь на его выработку маленькую уже просто до хрена. Во-первых, так как здесь сварные швы все лопаются, соответственно, уже проведены сварочные работы. Перевтуливались втулки с наплавкой и проточкой отверстий. Варилась основная стрела, потому что она у него рвется по швам. Сейчас я покажу, в каких местах она рвется. Электрик с Терекса просто не вылазит. Он постоянно здесь что-то делает. Мы вот сейчас приехали и головную часть переберем здесь, к этому уже вопросов не будет. Но по всему остальному, да, есть большое количество вопросов. Ахиллесова пята этого экскаватора — это его джойстики. Там постоянно огнивают контакты, там постоянно что-то происходит. Там постоянно отваливаются провода. Здесь уже раза 3 делали их. И когда в прошлый раз, это не мы на этом экскаваторе сейчас первый раз. Мы на нем еще ни разу ничего не делали, вот только первый раз будем ремонтировать проводку. Но уже 3 раза приезжали электрики и ремонтировали джойстик здесь. Еще самое прикольное. Гидроцилиндры, которые приходят новые сюда, они они все матовые. Потому что на них нету цементации, их не полируют на заводе. Все абсолютно гидроцилиндры. Их просто вот проточили, воткнули и все. Соответственно, первые же 500 тысяч моточасов вы будете манжеты менять здесь раз 5. Потому что пока цилиндры не притрутся. И они будут ссать. И ничего вы с этим не сделаете. Это у них с завода. Конкретно на 17-й год выпуска этого экскаватора ничего. На 23-й год выпуска они уже более-менее начали там полировать эти гидроцилиндры. Уже как бы получше стало. Но все равно еще не то. Они все равно, пока не притрутся в зеркало, они все равно ссут. То есть 2-3 раза все равно люди меняют манжеты гидроцилиндры. Подъема, локтевой, ковшевой гидроцилиндры, манжеты меняют. Потому что они начинают ссать буквально там 300-500 моточасов. Ну, погнали, посмотрим, что он из себя представляет. Еще у меня, блядь, огромный вопрос. Вот это что такое? Это вот что такое вообще? Я не понимаю. Это что за рога? Это что за рога от троллейбуса просто? Я вот, блин, что вы употребляли, когда это придумывали? Я не понимаю просто вот. Вы понимаете, насколько это не... Оно просто оно гнется. Я не понимаю, что...
И самое прикольное, знаете, вы хрен вот этот моторчик вообще найдете. Он нигде не продается. Вообще. Вот он, все, бери веревку и вот так. Все, отмывай себе. Вот что главное я забыл сказать. То есть здесь уже стрела вареная. Почему вареная? Да потому что она сама состоит полностью из сварки. На нормальных экскаваторах это все идет единым куском металла. И оно более-менее отхаживает. А здесь эта вставка вареная, эта часть вареная, эта часть вареная. И она просто не выдержит никаких абсолютно нагрузок. Вот стрела нормального человека, не курящего. То есть вы посмотрите, здесь один сварной шов есть, но у него здесь нагрузок как таковых минимум. Почему? Потому что вот эта вся часть разгружает его. Здесь хотя бы один сварной шов видим? Нет. И вот эта часть уже не лопается. И вот, сравните с этим. То есть здесь, вот, раз, два, он здесь постоянно рвет. Уже здесь наварили косынку. Здесь наварили косынку. Почему нельзя было сразу по-человечески сделать, а? Это что за нахер составной лего? Неужели нельзя было целиковый кусок металла взять? Он постоянно рвется по швам. Постоянно. Его здесь уже 2 раза варили с каждой стороны. Что у нас в России металл кончился? В чем проблема? Почему нельзя было это нормально сделать из единого куска? Люди постоянно мучают, люди постоянно по швам его, он рвется и постоянно варят его. Что касаемо гидроцилиндров. Тот уже погнал стружку спустя год работы. Этот оторвался, сам поршень внутри цилиндра оторвался спустя год работы. То есть вот что можно сказать о качестве металла. У нас центр металлургии. Неужели нельзя было сразу сделать нормальный, хороший металл? Почему? Почему получается так, что Англия у нас делает хорошо, ничего не отрывается, а у нас в России это все отваливается? По всем сочленениям то же самое. Это ни хрена вообще ничего не ходит. Вообще. Втулки разъебаются моментально. Оно с завода даже, блядь, эти шайбы регулировочные не установлены. Вот хочешь нормально себе экскаватор, покупай его, разбирай его и потом собирай его нормально. Вот мне нахер это надо? Это надо, как человек, который хочет купить экскаватор. Вот нахер мне вот это вот все нужно? Для чего люди, вот они миллионы за эту технику заплатят? Так сделайте вы нормальную технику. В чем проблема? Это стоит копейки, регулировочные шайбы. Это копейки стоит. А вы людям создаете геморрой. Просто геморрой на голом месте. Вам что, 2 рубля просто выделить надо из казны? Я понять не могу. Потом по качеству металла тоже. Вот эти вот клыки, они вот, ладно, наварены. Знаете почему? А потому что они стираются в 4 раза быстрее, чем обычные. Вот посмотри на вот эту хуйню просто. У меня слов здесь, да, нормально? Вот, посмотри. Это все протерлось буквально там за 1500 моточасов. Это металл. Что, нельзя было нормально? Я понимаю, что это расходный материал, базара нет. Но не да так же быстро. Я понимаю, что он по песку работает. Но он должен хоть какой-то запас прочности иметь. Инженеры. Вот к чему у меня вопросов нету по диагностике. Они, видать, сразу с завода знали, что он будет ломаться постоянно. И знаете, что они сделали? Тест-точки. Они вот, то есть базара нет, вот эти тест-точки, это очень удобно. Мне не надо, блядь, бегать, искать, где же здесь тест-точки. Но они, видать, знали, что это будет постоянно ремонтироваться. Поэтому сразу сюда и сделали. Двигатель. Ну да, базара нет. У нас, мы же в России, мы хотим свое поставить. Мы поставили сюда ЯМЗ 534. Базара нет. А то, что люди потом с ним нахуй и день и ночь, это не, это нормально. То, что у него топливное просто из говна и палок собрано, не, это нормально. Пускай зато на нашем. Зато на нашем. Все хорошо. А, вот еще вопрос. Это что за фалоимитатор? Это ручка открывания двери. Для тех, кто любит рукой поработать, да, чтобы на это. Рука тренировалась у нас. Что это такое? Все, ладно, попиздец. Теперь пойдем и поработаем. Так, то есть вот мы сейчас уже отсюда жгут проводов вытащили. То есть распотрошили его. Его проще вот в эту, с этой стороны вытащить сюда. Вот что мы здесь видим. Вот оплавленная проводка полностью. Тут даже силовая часть где-то. Вот она. Вот он погоревший. Нет, не он. Вот он. Оп. Он как нормально приложился. Вот обуглившиеся. Здесь все оплавилось. Сейчас будем все колодки восстанавливать. Вот. Ну поехали.
поработаем. Итак, времени у нас уже 11 час. Мы заканчиваем. Сейчас собираем проводку. Вон Тёма уже заканчивает. Дождь лупит. Но благо есть дождевички. Вот. Все близится к финалу. А ты пока подпишись и поставь лайк. Это поможет нашему продвижению. А вот так выглядит электропроводка нормального здорового человека. Сейчас все поменяли. Все зажгутовали, прожгутовали. Вот. Вот теперь эта проводка будет ходить нормально. Что, теперь надо ее всего лишь установить. Вот, собрали электропроводку. Правда, дождь идет. Оно не все самое чистое. Ну, в принципе, оно неделю работы, оно в таком же будет виде. Все готово. Можно ставить экскаваторы. Ой, ставить аккумуляторы. Собирать все. Но это уже завтра экскаваторщик сам поставит. Вот, мы свою работу закончили, погнали домой. Ливень, конечно, знатный прошел. Мы свою работу закончили, поехали мы домой отдыхать. Времени 1 час ночи. А с вас лайк, подписка и комментарии ставьте. Все, до скорой встречи.